Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Дельман. Сегодня речь пойдет о Франклине Делано Рузвельте. Спасибо всем, благодаря кому мы записываем эту лекцию. Нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на Патреоне, тем, кто поддерживает нас на платформе Boosty. Спасибо, спасибо, спасибо. Без вас ничего бы не получилось. Ну, конечно, традиционная просьба. Пожалуйста, ставьте лайки, делайте репосты. Не забудьте подписаться на наш канал. Не забудьте кликнуть колокольчик, чтобы вам приходили сообщения о наших новых выпусках. Когда историки говорят о величайших американских президентах, то обычно называют большую тройку. Это, естественно, Вашингтон, создатель американского государства, создатель, в общем-то, поста президента, первый президент. Это, естественно, Линкольн, человек, который возглавлял Северные Штаты во время гражданской войны, человек, который не дал распасться Союзу и отменил рабство. И это Франклин Делано Рузвельт. Человек, который, в общем-то, спас Соединенные Штаты во время Великой депрессии и изменил очень многое в политической системе Америки. Рузвельт – это президент, который вызывает очень сильные эмоции и самые разнообразные оценки. Для кого-то он предатель, для кого-то он фашист, коммунист, причем именно вот в самых ужасных проявлениях. Один человек, сын крупного руководителя корпорации, живший в Детройте, вспоминал, он был маленьким мальчиком в 1945 году, и однажды он проснулся и увидел, как его родители, которые обычно были такие довольно сдержанные светские люди, вместе со своими гостями пляшут вокруг костра. И у него было это детское воспоминание, как-то связано с 1945 годом. Он всегда считал, что это его родители радовались по поводу окончания войны. А через много лет он поговорил со своей матерью, и та сказала: «Да что ты, это мы услышали, что Рузвельт умер». И ликовали. Какая должна быть ненависть, что они пляшут, услышав, что умер президент. А для многих Рузвельт был, просто как святым. Как сказал один рабочий в 30-е годы, это первый президент, который знает, какой подонок мой босс. И портреты Рузвельта висели, конечно, в огромном количестве домов американских. Не уверена, что во многих домах сегодня в Америке висит портрет президента. Много лет назад я прочитала книгу, которая совершенно меня поразила. И хотя за прошедшие годы я уже не воспринимаю эту книгу просто вот как полное откровение, но, конечно, это очень сильная книга, вообще очень сильно повлиявшая на экономическое и политическое мышление XX века. Написал ее знаменитый австрийский экономист Фридрих Хайек, и называется она «Дорога к рабству». Хотя сам он, может быть, так немножко кокетливо в предисловии к какому-то очередному изданию этой книги он писал, что вот удивительно, я столько написал экономических трудов, а вот этот мой политический памфлет, как он пишет, он прежде всего популярен. Но это действительно, наверное, стало самой знаменитой его книгой. «Дорога к рабству» – это такое очень пылкое высказывание против регулирования экономики. С его точки зрения, любое практически регулирование экономики ведет к политическому регулированию, к рабству, ведет к потере свободы. Хайек задумал эту книгу еще в 30-е годы и писал в начале 40-х. Прежде всего, его негодование обрушивается на немецкий нацизм, на итальянский фашизм, на сталинизм, то есть на такие самые жесткие формы регулирования экономики, очень тесно связанные с диктатурами, причем с жесточайшими диктатурами XX века. Впрочем, как он сам пишет, что многие поняли эту книгу как отрицание социализма в целом и как раз мысль о том, что социализм, любой социализм, даже в самых мягких формах, ведет к потере свободы. И об этом она тоже
что бы там сам Хайек ни говорил. Рузвельт, конечно, не был социалистом, как бы его не обвиняли в том, что он красный, что он такой-сякой. И Хайек даже использует там слова Рузвельта для эпиграфов. Но при этом очень многие толковали идеи и Хайека, и многих других экономистов, возражавших против регулирования экономики, в частности, как протест и против нового курса Рузвельта тоже. Хайек писал: «Главный тезис либерализма – при устройстве своих дел мы должны как можно больше использовать стихийные силы общества и как можно меньше прибегать к принуждению». И для него вот эта вот идея либеральная остается принципиально важной при любой ситуации. При этом он прекрасно понимает, он сам как человек, проживший первую половину XX века и видевший ужасающий кризис либерализма после Первой мировой войны, когда очень многие стали отрицать все, что было связано с либеральными идеями, вот этими идеями абсолютно свободного развития, как наследие XIX века. То есть вот в XIX веке сидели, значит, придумывали, что экономика свободно развивается, политика свободно развивается, и вот эти люди привели нас к Первой мировой войне. Этого быть не должно. Но он пишет: если первая попытка создать мир свободных людей не удалась, нужно предпринять вторую. То есть к чему бы все это ни привело, к нацизму, к фашизму, к коммунизму, нет, все равно надо бороться вот за это абсолютно свободное общество, в котором регулирование сведено к минимуму. Ну и надо сказать, что эти идеи будут очень сильны, и сегодня они сильны. Они будут отодвинуты в тень, ну, в частности, благодаря Рузвельту, о чем сегодня мы еще поговорим, и довольно долго преобладало представление. Ну, обычно его связывают с великим английским экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом, о котором еще тоже сегодня пойдет речь, что государство должно вмешиваться и в экономику, государство должно вкладывать очень много денег в социальные программы. И вот с 30-х годов и, там, скажем, до 60-х, 70-х эти идеи преобладали. Потом, как водится в мире, был совершен другой поворот, и наоборот, победили монетаристы, победили те, кто говорили, что невозможно уничтожить полностью, но надо сводить к минимуму социальные программы, надо сводить к минимуму государственное регулирование, и вот тогда личность получит возможность максимально свободно развиваться, экономика и общество в целом получат огромные возможности для развития. На этой волне придут к власти такие политики, как Маргарет Тэтчер, Рональд Рейган. Но мы уже говорили об этом в моей лекции о Маргарет Тэтчер. Сегодня, когда прогремели кризисы 2008 года, и много всего интересного и печального происходит в мире, то снова и снова люди возвращаются, политики, экономисты, обычные люди, вот к этому вопросу. Должно ли государство вмешиваться и поддерживать слабых, или государство должно поддерживать сильных, а таким образом слабые тоже подтянутся благодаря тому, что будет хорошо сильным? Это очень сложный вопрос, и на него, я думаю, никогда не будет получен один ответ. Вот разговор о Рузвельте очень тесно связан и с этой проблемой тоже. Если для богатых людей в Детройте смерть Рузвельта была избавлением от ужасного, практически тирана-диктатора, то великий немецкий писатель Томас Манн, который в 30-е годы покинул фашистскую Германию и провел много лет в Америке, причем именно в Америке при Рузвельте, то для него Рузвельт был одним из величайших людей. Ему не надо было, как этому бедняку, думать, что вот Рузвельт понимает, какой подонок мой босс. Но он видел, что Рузвельт делает для Америки в целом. И как сам Томас Манн потом признался, когда он описывал реформы, которые Иосиф Прекрасный проводил в Древнем Египте, в своей великой книге «Иосиф и его братья», то он сделал политику Иосифа, или политику фараона, если хотите, так немножечко похожей на новый курс Рузвельта. «Иосиф и его братья» – книга ироничная. «Иосиф и его братья» – книга
для которой юмор очень много значит, смех. Это тоже такое противопоставление мрачной диктатуре, очень важное для Томаса Манна. И когда он так немножечко шутливо описывает то, что делает Иосиф Прекрасный, все, очевидно, помнят из Библии, как Иосиф разгадал вещи и сны фараона и предсказал ему о том, что будет 7 тучных лет, как эти тучные коровы, которые приснились фараону. Вот будет 7 тучных, обильных, сытных лет, а потом будет 7 голодных лет. И поэтому Иосиф, которого возвышает фараон, он начинает готовиться к этим голодным будущим годам. И когда они наступают, то оказывается, что у него есть огромные запасы зерна, и он кормит бедняков. Вот то, что нам рассказывает Библия. А Томас Манн пишет следующее. Дадим-ка сейчас надежный разбор административной деятельности Иосифа, чтобы раз навсегда лишить всякой почвы полукомпетентные разговоры по этому поводу, никогда не стихавшие и часто вырождавшиеся в ругань и поношения. В этих кривотолках, из-за которых правление Иосифа не раз называли даже гнусным, виновато, нельзя не отметить этого, в первую очередь самое раннее изложение нашей истории, то есть библейский текст. Первое описание сводит действия великого фараонова-дельца к суровым и сухим цифрам, не дающим никакого представления о всеобщем восторге, который его действия вызывали в оригинале, и не объясняющим этого восторга, неоднократно переходившего в обожествление. И благодаря мечтательно-буквальному пониманию таких, например, титулов, как «Кормилец» или «Владыка хлеба», заставлявшего широкие толпы народа видеть в нем некое нильское божество и даже олицетворение самого Хапи, Нила, хранителя и дарителя жизни. В народе и правда много смеялись, и смеялись восхищенно над тем, как Иосиф, хладнокровно играя на ценах, когда дело касалось богатых и знатных, заботился о том, чтобы его господин, гор во дворце, стал золотым и серебряным и наполнял фараонову казну огромными ценностями, вырученными за проданное имущим зерно. В этом сказывалась проворно-услужливая преданность божества, олицетворяющего всякое беззаветное, прибыльное для господина служение. Но рука об руку с этим шло даровое распределение хлеба среди голодающей бедноты городов, распределение от имени юного фараона, богомечтателя, что приносило тому столько же и даже больше пользы, чем озлощение. Это слияние социального попечительства с государственной политикой казалось очень новым, веселым и хитроумным, хотя всю прелесть его на основании первого изложения нашей истории представит себе разве лишь тот, кто умеет вникать в каждое слово и читать между строк. Вот этот такой тоже хитроумный и немножечко посмеивающийся над читателем текст, в котором очень интересно, как древние реалии, бог гор, Хапи, бог Нила, они смешаны с социальным попечительством, с государственным вмешательством. Вот здесь действительно так странно сквозь библейского Иосифа вдруг начинает просвечивать президент XX века. То, что Рузвельт действовал странными для либеральных демократий методами, это действительно так. Иногда действительно возникают какие-то странные сопоставления. Ой, вдруг это как-то напоминает Советский Союз или Германию, может быть, даже, или Италию, что довольно странно, потому что Рузвельт, конечно, не был ни коммунистом, ни фашистом, ни Муссолини, ни Гитлером, ни Сталином. Он был совсем другим человеком, из другого мира, с другими взглядами. Я люблю очень, и в разных моих лекциях я цитировала, и, наверное, еще не раз буду цитировать книгу британского историка Марка Мазовера «Темный континент», «The Dark Continent». Очень интересная книга, которая показывает, как эти диктаторские, в общем-то, идеи вырастали как раз из кризиса, переживавшегося либеральными демократиями в 20-30-е годы. И это сейчас совсем другой разговор. Сейчас нам это, может быть, и не нужно, но вот у него там есть такая мысль. Нравится нам это или нет, но и фашизм, и коммунизм предпринимали реальные усилия
для того, чтобы решить те проблемы участия масс в политике, индустриализации и социального переустройства общества, на которые у либеральной демократии не всегда находились ответы. И это такое опасная, тяжелая, страшная фраза, в которой есть очень большой резон. Либеральная демократия, по крайней мере в том виде, в каком она пришла, скажем, к 20-м годам 20 века, еще не научилась давать ответы на очень болезненные вопросы. И диктаторы выхватили инициативу, перехватили ее и стали давать свои ответы, которые оказались очень популярными. И Рузвельт, как и многие другие политики, экономисты, он многому научился у этих диктаторов, не став диктатором, как бы его в этом не обвиняли, и многое изменил. Ну, об этом мы еще сегодня поговорим. Но обратимся от общих слов к самому Рузвельту, потому что он интересен далеко не только своим новым курсом и своими социальными преобразованиями. Он интересен и как человек, возглавлявший Америку во время Второй мировой войны. Он интересен как человек, ставший инвалидом в расцвете сил и научившийся жить со своей инвалидностью. Он интересен как единственный в истории Америки президент, 4-жды занимавший эту должность. В общем, здесь есть о чем поговорить. Но вот для меня очень интересна такая вещь, которая, может быть, не самая существенная в биографии Рузвельта, но все-таки это человек, чье происхождение, воспитание, образование совершенно не давали возможности думать, что он станет тем, кем он стал. Не случайно его так часто называли предателем собственного класса. Рузвельт происходил из тех слоев, которые вообще-то не должны были бы думать о слабых, бедных, и не думали. Ну, или думали в совсем других каких-то формах. Конечно, они заботились о своих слугах, они занимались благотворительностью, но все-таки вот есть наша жизнь богатых, успешных аристократов, людей, владеющих землями, особняками, домами большими. И есть жизнь бедняков. Мы, конечно, по возможности поможем кому-то, если надо, но не более того. Это совсем другие люди, не такие, как мы. Рузвельт происходил из тех семей, которые вот в Америке называют старыми деньгами. Его голландский предок приехал еще в Новый Амстердам, а не в Нью-Йорк, в 17 веке. И с тех пор Рузвельт много сделали денег в Америке. Они занимались недвижимостью, торговлей сахаром, торговлей рабами, много чем. Расплодился огромный гигантский клан Рузвельтов, из которых более успешной была другая ветвь. Это та, из которой произойдет Теодор Рузвельт, Тедди Рузвельт, президент Рузвельт, который будет президентом в начале 20 века. Вот эти Рузвельты, у которых их главная резиденция была в месте под названием Ойстер-Бэй, они были такими более богатыми и более заметными. Но те Рузвельты, о которых сегодня будет идти речь, непосредственные предки Франклина, тоже совсем не бедствовали, скажем прямо. Его отец, Джеймс Рузвельт, не стал миллионером вроде Вандербильтов или Асторов, хотя он сделал несколько попыток так вот перейти уж совсем на другую ступень, на другой уровень, но это у него не вышло. Но он был богатым человеком, владел тоже разнообразными домами, усадьбами и так далее. Он был женат дважды, и овдовев, он чуть не женился, ухаживал очень и делал предложение своей тоже отдаленной кузине, родной сестре Тедди Рузвельта. Она ему отказала. Он познакомился с ее подругой, невероятной красавицей Сарой Делано, тоже дочерью очень богатого человека, и добился ее руки, хотя она была намного моложе его. И ее отец, разбогатевший в Китае, в далеких восточных странах, не приветствовал совсем этот брак. Во-первых, потому что Джеймс Рузвельт был намного старше ее. Во-вторых, он был демократом, а все Делано были республиканцами, заметим в скобках, как и большая часть Рузвельтов. В общем, что-то не очень ему это нравилось, но все-таки там, очевидно, была сильная любовь, действительно, и брак был заключен. И Рузвельты жили вот такой
характерной жизнью для высшего класса американского конца XIX века в своем поместье. Они очень много времени проводили в Европе, куда регулярно отправлялись. Они свою жизнь в своих поместьях тоже строили, вот так ориентируясь на какую-нибудь британскую аристократию, которая им очень нравилась. Один родственник, очень не любивший Джеймса Рузвельта, сказал, что мистер Джеймс с его бакенбардами, с его хлыстиком для верховой езды, он очень любил ездить верхом, с его одеждой из шотландского твида, считал себя похожим на лорда Лэнсдауна. Это такой знаменитый был британский аристократ. Но вообще-то ему удавалось только подражать кучеру лорда Лэнсдауна. Но я не уверена, что это действительно так. Это такое злое, ехидное высказывание. Но то, что жизнь в Гайд-парке, тоже очень характерное название имения Рузвельтов, строилась, конечно, по британским образцам, это, безусловно, так. Уже это должно было Франклина сделать таким вот светским, богатым молодым человеком, кем он и был. Но помимо происхождения, то воспитание, которое ему дали родители, тоже совершенно не должно было сформировать из него социального реформатора, которым он будет потом. У Джеймса Рузвельта был сын от первого брака, намного старше Франклина, а в его браке с Сарой Делано родился один сын. Роды были невероятно тяжелыми, там даже врачи опасались за исход, за жизнь матери и ребенка. Но в конце концов ребенок родился, слава богу, все остались живы. Но было, во-первых, понятно, что больше детей у них уже не будет, и это их единственный сын. Значит, старший Рози уже взрослый к этому времени, он уже женат, у него своя жизнь. А вот интересы родителей и стареющего отца, и матери, для которой весь свет в окошке, они все сосредоточены на Франклине. Он обожаемый ребенок, и он растет, вот как один историк написал, что его не просто любили, его обожали. Его обожали родители, все родственники, слуги. Он был окружен каким-то, почти религиозным почитанием. До 14 лет он, конечно, не ходил ни в какую школу, его учили дома. Он большую часть времени проводил с родителями. Никаких друзей практически у него не было. То есть иногда он играл со своими кузенами, кузинами, которых привозили к нему в гости, или они ездили в гости. Иногда с какими-то соседскими детьми, то есть детьми таких же вот богатых землевладельцев, как его родители. В общем, не было никакой такой, ватаги, компании детской. Это иногда привозят, а так в основном он с родителями. Все время они отправлялись в эти далекие путешествия, по морю, в Европу, там они по Европе ездили. Иногда, может быть, где-то его там в Европе отправляли немножко поучиться, но, в общем, это была такая вот семья, замкнутая на себе. И у этого мальчика, как потом неоднократно отмечали, кто-то с умилением, а кто-то с раздражением, что у этого мальчика, в общем, с детства было ощущение, во-первых, что он, так, грубо говоря, пуп земли, это раз. Во-вторых, что, в общем, он какое-то совершенно выдающееся существо. Мать его невероятно обожала, держала под своим контролем жесточайшим. Наверное, жесточайший, может быть, не очень хорошее слово, потому что это был контроль любовный. У Рузвельта были очень тесные теплые отношения с матерью в течение всей своей жизни, что совсем не вызывало восторга его жены. Но она контролировала все абсолютно. Есть письмо Рузвельта отцу. Мальчик с матерью поехали навещать дедушку, отца Сары. Ему было 8 с чем-то лет. И он пишет отцу: «Ты представляешь, мама ушла, а я сам принимал ванну». То есть ему 8 лет, она все еще контролирует, как он принимает ванну. То есть вот все было под ее надзором. Очень любящим,
очень теплым. И она разделяла все его интересы. У Рузвельта было много разных хобби, как мы бы сказали. У него была такая просто болезненная склонность к коллекционированию. Он коллекционировал все, что возможно. У него была гигантская, огромная коллекция марок. У него много было всяких других коллекций. Слоники даже стояли у него на столе уже в овальном кабинете. И, в частности, он с детства любил, ему отец подарил ружье охотничье, он охотился и делал чучело птиц. И вот эти чучела, их огромное количество стояло в родительском доме, и мать не позволяла слугам пыль с них стряхивать, чтобы они ни в коем случае, не дай бог, не испортили. Она сама метелочкой их приводила в порядок. Такой маменькин сынок в хорошем смысле слова. То есть он всегда окружен любовью, окружен заботой, окружен контролем. Отец его больше приучал к каким-то там физическим развлечениям. Они ездили верхом, они охотились, они плавали на яхте. Он не был каким-то неженкой. Он был прекрасно физически развит. Это потом будет для него большой проблемой, когда вдруг он станет инвалидом. Но при этом отец старел. Последние годы уже отец очень болен, у него проблемы с сердцем. И это еще сближает мать с сыном, потому что они вместе, они вот объединены в любви к стареющему, болеющему отцу и заботятся о нем. И вот такой мальчик. В 14 лет его только отправляют учиться. Его отправляют в очень престижную школу Гротон, где было очень много разных жестких правил. Эту школу создал такой пастор Пибоди. Этот человек был с очень твердыми религиозными убеждениями, считавший, что он точно знает, как воспитывать мальчиков. Но вот в частности он считал, что в 12 лет все приходят в эту школу, по-другому быть не может. Но Джеймс Рузвельт сумел его убедить, что в 14 лет Франклин пошел в школу. Они все-таки не хотели с ним расставаться. Это тоже создаст ему проблемы. Понятно, что у такого мальчика, который был воспитан так, как воспитан Франклин, были проблемы в школе. Вот он приезжает в школу, совершенно убежденный, что все, что он делает, прекрасно. А в мальчишеской компании вообще-то так вот просто такие вещи не берутся на веру, это надо доказывать. Один биограф Рузвельта написал, что он наверняка знал об окружающем мире намного больше, чем его одноклассники. Он очень много путешествовал, очень много читал, но они знали куда больше, чем он, о том, как живут мальчики. И это была проблема. То есть Рузвельт, юноша, подросток, прекрасно выстраивает отношения со взрослыми людьми. Он знает, как общаться со взрослыми. И к нему очень тянутся маленькие. Вот это есть тоже воспоминания из школы, что мальчики из классов помладше, они смотрели на него с восторгом, такого сильного, очень красивого, очень энергичного. И он им покровительствовал. А вот со своими ровесниками у него сложновато было. Там не было никакой травли, ничего такого. Во всяком случае, мы этого не знаем. Он родителям всегда писал, что все очень хорошо. Но, в общем, друзей каких-то по-настоящему близких у него не было. И позже его жена выскажет такое предположение, что вот это, если не изоляция, то такое одинокое существование в школе, что вот это было первое, что натолкнуло его на мысли о том, вот каково людям, которых общество не принимает. Может быть, это такой поэтический ее взгляд, романтический, мы не знаем. Сам Рузвельт по этому поводу не высказывался, и он всегда вспоминал школу как прекрасное место. Директор школы был для него огромным авторитетом. Он, когда будет вступать в брак, то попросит его провести церемонию. И уже будучи президентом в 1934 году он сказал, что влияние мистера и миссис Пибоди, а надо сказать, что и сам Пибоди, и его жена очень вникали в жизнь школы. Там было не так уж много детей. Они с каждым из них там утром здоровались, вечером желали спокойной ночи. Приглашение к ним на ужин – это было великим почетом, когда можно было с ними поговорить. И вот Рузвельт говорит, что влияние доктора и миссис Пибоди означало для меня и будет значить всегда больше, чем влияние кого бы то ни было, кроме моих отца и матери. То есть вот ясно из этой фразы, что
люди, сильнее всего повлиявшие на него, как он считал, это его родители, а следующие за ними – это чета Пибоди. Здесь тоже понятно, какое это влияние. Это влияние вот такого строгого, религиозного человека, который, конечно, внушал мальчикам представление о дисциплине, о чувстве долга. Это все было понятно, хотя при этом вот это вот ощущение, опять же, у Рузвельта, что вообще-то дисциплина – дело хорошее, долг – дело хорошее, это будет для него очень много значить. Но вообще-то я сам такой хороший, что хочу, то и делаю. Вот это вот будут такие противоборствующие вещи в его характере, которые будут сталкиваться и интересную смесь создавать. Здесь в школе он впервые выходит из замкнутого круга своей семьи, ну, хотя понятно, что он не попадает на улицы города. Это закрытая школа, мальчики, которые здесь учатся, тоже из богатых, очень благополучных семей, то есть он по-прежнему в своем кругу. Но при этом им постоянно внушают, ну, грубо говоря, что кому много дано, с того много и спросится. Далеко не все это восприняли. И, естественно, эта школа, как любая такая закрытая элитарная школа, выпустила много просто богатых шалопаев. Но им внушают определенные идеи. В эти годы уже начинается бурная карьера Теодора Рузвельта, за которой, конечно, Франклин с большим интересом следит. И вот этот его кузен будет для него невероятно важным человеком. Теодора Рузвельта приглашают выступить перед мальчиками. И он говорит им следующее. Ни в колледже, ни после него вы не имеете права рассчитывать на какие-либо привилегии, просто потому, что вы учились в Гроттоне. Наоборот, на вас лежит исключительная ответственность. Вам было очень много дано, а значит, люди имеют право очень многого от вас ждать. Вот это, очевидно, Франклин Рузвельт хорошо впитал. Мы знаем тоже, что в школе он впервые занимается, некой социальной работой. Там было создано такое миссионерское общество, которое миссионерское не в смысле, что они там проповедовали христианство, а предполагалось, что они занимаются добрыми делами. Такие тимуровцы, скажем так. И мальчиков очень подталкивали к тому, чтобы они в это общество вступали. И Рузвельт там был очень активен, и они помогали каким-то там пожилым леди, посещали их, заботились о них. Иногда, может быть, просто беседовали с ними или выполняли какие-то их поручения. То есть вот он впервые помогает каким-то людям, но это тоже, в общем, такие формы благотворительности богатых людей, не более того. О чем он там думал, что происходило у него в голове, нам, конечно, судить трудно. Родителям в письмах он всегда создавал картинку такого вполне благополучного мира. У меня все хорошо, с мальчиками у меня отношения хорошие, учусь, все нормально. И вот в те годы, пока Франклин учится в Гроттоне, начинается блистательная карьера Теодора Рузвельта, которая, конечно, на всех производит сильнейшее впечатление. Франклин всегда будет помнить, что это его родственник, но ему будут напоминать и в школе, и потом в Гарварде. И мы еще увидим, как интересно он будет повторять во многом карьеру своего кузена. Теодор Рузвельт был невероятно ярким человеком, невероятно сильным человеком. И в какой-то мере, может быть, он воплощал как раз то, чему потом Рузвельт будет противостоять. То есть Теодор Рузвельт был абсолютный индивидуалист, был в какой-то мере self-made man, что странно сказать, да, про богатого человека, такого успешного, но это был человек, который выстраивал собственную судьбу. Он был невероятно больным, у него была тяжелейшая астма, он был страшно близоруким, это выяснилось совершенно случайно, когда он был еще мальчиком, и отец ему подарил ружье, и тот вообще не понимал, куда там стрелять, целиться. Вдруг выяснилось, что он просто не видит почти ничего. И тогда ему выписали очки. Это был человек, которому врачи в молодом возрасте сказали, что ему остается жить совсем немного, и он должен как можно медленнее ходить, а лучше вообще сидеть дома, а еще лучше лежать и готовиться к смерти. После чего Рузвельт буквально выскочил от этих врачей, он бегал по
лестницам, и он скакал верхом, и он отправился в Северную Дакоту, которая еще даже была не штатом, а просто территорией, где он пас стада и, значит, владел ранчо, и что только не делал, и прожил еще много лет. И всегда жаждал преодолевать разнообразные препятствия. В этом как раз они схожи с Франклином. Но для Теодора Рузвельта, конечно, вот его личная индивидуальность, его продвижение значило очень много, и он никогда не рассчитывал ни на чью помощь. Дальше он будет делать политическую карьеру. Какое-то время он будет возглавлять полицию Нью-Йорка и уже там прославится очень своими решительными действиями. Он будет губернатором Нью-Йорка и тоже будет очень известным губернатором. Он будет помощником морского министра. Интересно, что многие из этих должностей потом будет Франклин тоже занимать. Теодор будет помощником морского министра, и его роль в развязывании испано-американской войны, которая началась в 1898 году, будет очень велика. И вот здесь, конечно, такое, как мне кажется, важное отличие Теодора от Франклина. Теодор обожал войну. Вот для него это было лучшим занятием. Как для многих, кстати, людей на рубеже веков. Вот до того, как Первая мировая война не покажет им, что это совсем не игра. Теодор Рузвельт жаждал войны, он говорил, конечно, объяснял все это разными политическими соображениями, почему Америке просто необходимо вступить в войну с Испанией, потому что надо освобождать Кубу, потому что надо усиливать влияние Америки. Вообще ощущение такое, что ему просто это очень нравилось. И в 1998 году начинается война между Америкой и Испанией, которая ведется из-за Кубы, поэтому там основные военные действия были на Филиппинах и на Кубе. Франклин Рузвельт рассказывал, что якобы он с друзьями убежал даже из школы. Иногда он говорил, что он хотел убежать, а иногда даже оказывалось, что и убежал. Потому что они хотели, значит, попасть на войну и воевать вместе с Тедди Рузвельтом. Это, конечно, такая, судя по всему, байка. Может быть, они обсуждали просто это в мечтах. Но очень характерная, конечно, потому что все знали, что вот началась война, и Тедди Рузвельт уволился со своего поста помощника, заместителя, как мы бы сказали, министра, и создал полк, который назывался Rough Riders, такие, значит, бесшабашные всадники, скажем так, и отправился воевать на Кубу, где совершал всяческие подвиги. При этом вот такой, тут у меня вызывающий некоторые печальные соображения факт, что там была битва, в которой Теодор Рузвельт прежде всего прославился, за холм Сан-Хуан, и потом он очень гордился тем, что в этой битве погибло очень много людей из его полка. Ну, то есть его логика понятна. Он гордился тем, как храбро они сражались. Но вообще-то командир, чем бы он ни командовал, мне кажется, не должен радоваться тому, что у него много людей погибло. Он их должен беречь. Ну, вот у Теодора Рузвельта совсем другие были взгляды на этот вопрос. В 1901 году он становится вице-президентом при президенте Маккинли, а вскоре после этого президент Маккинли убивает террорист, и Рузвельт становится президентом. И он будет один раз президентом как вот просто из-за этих трагических событий, а другой раз его выберут, и он будет пользоваться огромной популярностью. Все это, конечно, производит и на молодого Франклина, и на его родственников огромные впечатления. Они гордятся этим знакомством, этим родством. Они, конечно, голосуют за Теодора Рузвельта, когда тот баллотируется в губернаторы Нью-Йорка. Они, конечно, голосуют за Теодора Рузвельта, когда он баллотируется как вице-президент, как президент, но при этом здесь уже есть такая интересная вещь. Практически все Рузвельты – республиканцы, и Теодор Рузвельт – республиканец. Джеймс Рузвельт, отец Франклина, демократ. И Франклин будет всю свою жизнь демократом, что для людей его класса довольно странно.
партии республиканцев и демократов, они очень сильно менялись в течение XIX века, и совсем были не похожи на сегодняшние партии. Там они по-разному раскалывались, объединялись. Все это очень сложная у них запутанная история. Во время гражданской войны как раз партия республиканцев – это партия, выступающая против рабства, это партия Линкольна, а демократы – это скорее прежде всего партия Южных Штатов. Потом все будет очень сильно меняться. Но вот к концу XIX века, так если очень-очень-очень упрощая сказать, то партия республиканцев – это партия богатых людей, а партия демократов более склонная к каким-то социальным реформам. Хотя, еще раз говорю, это очень большое упрощение. Но вот дедушка Рузвельта, отец его матери, он говорил очень просто. Он говорил: я не буду утверждать, что все демократы конокрады, но все известные мне конокрады – демократы. Вот это вот его взгляд. И одна из причин, по которой он долго противился браку своей дочери с Джеймсом Рузвельтом, была то, что Джеймс Рузвельт демократ. Это было такое какое-то проявление его экстравагантности. Различия между демократами и республиканцами не так, чтобы вот прямо непреодолимы. Это не помешало Франклину и его отцу голосовать за Тедди, когда тот, там, скажем, избирался в губернаторы. Но все-таки это различие есть. И оно потом тоже будет существенно. Франклин следит, конечно, с восторгом за Теодором. Есть такое предположение его жены, что вообще-то он впервые, может быть, задумался о политике, о возможности политической карьеры, глядя на Теодора Рузвельта. Может быть, и так. Он, может быть, мечтал повторить его путь. Но пока что он учится в школе, он заканчивает школу, и, как почти все его одноклассники, он поступает в Гарвард. Приехав в Гарвард, он обнаруживает там все тех же знакомых ему по школе или по домашней жизни соседей. То есть он тоже в таком престижном мире. Ясно, что в Гарварде есть и другие люди, но он крутится вот опять же в этом изысканном обществе. Уже позже, когда он будет изучать право в Колумбийском университете в Нью-Йорке, то один из людей там учившихся, который сам был евреем и выходцем из Европы, говорил, как он ненавидел Франклина Рузвельта, потому что тот воплощал для него все, что у него самого не было. Деньги, уверенность в себе, связи. Кстати, очень многие и в школе, и потом в университете говорили, что их очень раздражало. У него была такая манера как бы закидывать голову. Причем, судя по всему, это была просто какая-то физическая особенность. Но все это воспринимали как проявление невероятной аррогантности, самоуверенности. Он так закидывал голову вперед, выдвигал подбородок и говорил там: ну, как дела, Фрэнки? И это многих раздражало. Позже, уже через много лет, когда Рузвельт будет уже помощником морского министра, и он устроил встречу однокурсников на военно-морском корабле. И один из них с раздражением, он опять вот закидывает голову, выставляет свой подбородок, так и хочется сказать: эй, приятель, мы с тобой в университете вместе учились, кончай выпендриваться. Вот это ощущение, что Франклин Рузвельт – это молодой человек, который все время выпендривается, оно было. Хотя вопрос, действительно ли это был какой-то такой вот выпендреж и желание как-то показать, насколько он лучше всех, или просто он жил себе, как и жил раньше, среди родителей и прислуги, не понимая, что теперь его окружают совсем другие люди. Но Гарвард, конечно, его учит уму-разуму. Он, конечно, ориентируется на Теодора Рузвельта, а тот уже к этому моменту герой войны, вице-президент, потом президент. И все знают, что Франклин, Рузвельт тоже. Поэтому возникают не очень лестные сравнения. Теодор Рузвельт блистательно учился, Франклин Рузвельт учится так-сяк. Ничего страшного не происходит, но никакого блеска нет в его обучении. Теодор Рузвельт всегда был душой общества. У Франклина, у него есть здесь приятели, но тоже от каких-то друзей, какого-то такого невероятного восторга от его появления никто особенно не испытывает. Франклин да Франклин. Мало того, здесь он переживает, как он потом говорил, одно из самых жестоких разочарований своей жизни. В Гарвардском университете существовали, как сейчас существуют, различные студенческие клубы, объединения, общества. Самым престижным гарвардским клубом был и остается сегодня Порселиан. Мечта любого студента Гарварда, по крайней мере, в те времена была, чтобы
его взяли в этот клуб. Это было очень непросто. Там была сложнейшая процедура, такая довольно закрытая процедура выборов. И надо было быть очень популярным и очень престижным человеком, чтобы тебя взяли. Там мало членов клуба, прорваться туда очень нелегко. Теодор Рузвельт, конечно же, был членом Парселия, а Франклина не взяли. Там был такой многоступенчатый отбор, и он очень надеялся, и, наверное, он надеялся, что и имя ему поможет, и его не взяли. Он, естественно, был членом множества других организаций студенческих, но вот в самую престижную он не попал. Ну, он проявляет огромную энергию, он много чем занимается в Гарварде, он, конечно, занимается спортом, естественно. Ну, а, наверное, самое важное его занятие – это то, что он является главным редактором газеты студенческой и прикладывает огромные усилия для того, чтобы она была очень интересной. На это у него уходит очень много сил. Учится, значит, кое-как, изучает историю, изучает экономику. Мать хочет, чтобы он изучал право, ну, он готов. Никакого особого интереса к праву у него нет. Ну, хорошо, пусть будет так. И он поступает в Колумбийский университет, потому что мать хочет, чтобы он был поближе к ней. Кое-как изучает право, затем начинает работать в некой корпорации юристом. Тоже, в общем, совершенно посредственный юрист. Какие-то ему там дела доверяют, но никакого такого взлета потрясающего не происходит. Все довольно скучно. Несколько сохранилось таких интересных историй, как клерки в этой конторе, где он работал, говорили о том, кто о чем мечтает. Но в основном они мечтали, скажем, стать членами правления компании. А Рузвельт сказал: я хочу быть президентом. Все так немножечко удивились. Судя по всему, это не было просто шутка, потому что он был в гостях у девушки, за которой он ухаживал еще в университетские годы, и сказал, что он собирается быть президентом. На что один из родственников, присутствовавших на этом обеде, сказал: а кто-нибудь еще про это знает? И все засмеялись. Ну, такой получил небольшой щелчок по носу. Надо сказать, что когда Франклину было 5 лет, его отец ездил с ним в Вашингтон, а это был редкий случай, когда президентом был демократ, как раз и приятель отца, президент Кливленд, принимая мальчика в Белом доме, сказал: у меня одно пожелание тебе, малыш. Я желаю, чтобы ты никогда не стал президентом Соединенных Штатов. Ну, мол, такая-то тяжелая жизнь, что вот тебе, мальчик, я желаю чего-то совсем другого. А мальчик в какой-то момент, может быть, тогда еще в 5-летнем возрасте, а может быть, наблюдая за карьерой Теодора Рузвельта, он подумал, что ему бы тоже неплохо. Но вообще-то никаких оснований для этого не было совершенно. Даже сам интерес Франклина к политике уже вызывал, в общем, среди его родных такое какое-то, значит, недоуменное пожатие плечами. Это считалось не джентльменским занятием. Политика – это дело каких-то там торговцев, мещан. Они создают партии, они коррумпированы, конечно. Это связано с каким-то темным миром. В общем, это что-то недостойное джентльмена. Вот отец Рузвельта говорил под конец жизни, что он всегда избегал каких-либо политических должностей. Ему предлагали баллотироваться в законодательное собрание штата, баллотироваться в Сенат штата, еще какие-то должности. Он вежливо, аккуратно, но отказывался. Нет, это не для него. Он следил за политикой, читал газеты. Это, конечно, вот этот джентльмен может делать. Но не более того. Надо сказать, что, конечно, политическая система была коррумпирована невероятно. Огромную роль, что в республиканской партии, что в демократической, играл партийный аппарат. То, что называлось партийная машина. Эти самые партийные машины стали просто символами коррупции, преступности. Одна из вещей, прославивших Теодора Рузвельта, была его борьба с партийными боссами. И надо сказать, что в этой борьбе он выигрывал далеко не всегда. И Франклин тоже потом пойдет по этому пути и тоже будет выигрывать не всегда. Но вот предполагалось, что политика – это такое какое-то не очень джентльменское дело.
А ему это интересно. Но тут надо сказать еще одну вещь, которая тоже важна для понимания Рузвельта. Мы все слышали понятие там, self-made man, американская мечта. Вот американские ценности очень сильно сконцентрированы вокруг индивидуализма. Человек, который всего добился сам, человек, который поднялся собственными силами, всегда вызывает огромное уважение. Теодор Рузвельт, конечно, имел огромную стартовую площадку, но он очень многого добился именно вот своими силами, своей энергией. Франклин Рузвельт энергичный, очень симпатичный молодой человек, привлекательный, но он как-то действует, тут он плывет по течению. Он под влиянием своей энергичной матери, вот он учится, вот он в Гарварде, вот он занимается правом, вот он работает юристом, ничего особенного не происходит. Первое такое проявление его независимости произошло, когда он женился. Мать совершенно не ожидала, как-то рановато с ее точки зрения это произошло, еще когда он учился. Он абсолютно для нее неожиданно. Мать думала, что он ей рассказывает обо всех деталях своей жизни, а оказалось, что он вообще-то скрывал от нее, что он ухаживает за своей, опять же, отдаленной кузиной и, что интересно, за племянницей Теодора Рузвельта, за Элеонорой Рузвельт, которую мать знала. И она бывала у них в гостях, виделись на каких-то встречах родственников, но она совершенно не подозревала, что Франклин за ней ухаживал. Элеонора Рузвельт была очень интересной женщиной, и ее роль в американской истории, может быть, не так грандиозна, как у ее дяди и у ее мужа, но, во всяком случае, очень велика. Элеонора Рузвельт была во многом противоположностью Франклина, потому что она выросла в несчастной семье, которая разрывалась раздорами. Ее мать и отец очень сложно выстраивали свои отношения. Ее отец очень много пил. Мать, по крайней мере, как казалось Элеоноре, не любила дочку. Дочка была очень некрасива. И, может быть, даже не очень, но она себя воспринимала вот такой некрасивой, неуклюжей, зажатой, закомплексованной. Она обожала отца, который сначала в детстве тоже очень много ей занимался, а потом, чем больше у него развивался и алкоголизм, и разные психологические проблемы, тем меньше внимания он ей уделял. Потом уже мать и отец жили по отдельности, и она жила надеждой получить письмо от отца, увидеться с ним, а это происходило все реже. В общем, она была с тяжелейшими комплексами. После смерти матери она живет у разных родственников, которые плохо ей, мало занимаются. Она ощущает все время свою какую-то ненужность, никому неинтересность. Потом, правда, ее отправят учиться в Англию. Очень интересно, она училась в Англии, но школой этой руководила француженка, которая оказала тоже на нее огромное воздействие. Вдруг выяснилось, что она может быть всем интересна, что ее там любят девочки, что она помогает учительнице даже. И она как немножечко расцвела, но комплексы у нее оставались, и, в общем-то, судя по всему, оставались всю жизнь. И вот с этой такой не очень обаятельной, не очень любимой и явно не какой-то светской красавицей у Франклина начинается роман, он делает ей предложение. Мать, единственное, что она смогла добиться отсрочки на год, но, в общем, это ничего не изменило. Они строят свою семью, хотя большой тоже проблемой для Франклина будет то, что каждая из них, и Элеонора, и Сара, они претендуют полностью на него, и это будет порождать свои проблемы. Но, во всяком случае, он уже отец семейства, у них будет потом 5 детей, у них один ребенок умрет, а 5 доживут до взрослого возраста. Он строит уже свою семью. А параллельно с этим, начиная с 1910 года, он погружается в политическую жизнь. И вот довольно быстро все эти его какие-то адвокатские дела, все это уходит на второй план, потом вообще исчезает. Ему предлагают баллотироваться в законодательное собрание штата. Потом оказалось, что это место занято. Тогда ему предлагают баллотироваться в Сенат штата. И он вдруг
прилагает огромные усилия. Он разъезжает по всему штату Нью-Йорк, он добирается до каких-то деревень, куда вообще ни один кандидат никогда не приезжал, а он ездит на машине, вылезает, пожимает руки фермерам, произносит разные красивые слова, и его выбирают. И вот здесь он тоже, как когда-то Теодор Рузвельт, теперь он уже с одной стороны пятиюрный брат Теодора Рузвельта, а с другой стороны он его племянник, потому что он женат на его племяннице, и на свадьбе, так как Элеонора сирота, то роль отца выполнял дядя Теодор. Попав в Сенат штата, Франклин начинает действовать примерно так же, как до него действовал Теодор. Он вступает в борьбу с партийной машиной. Проблема заключалась в том, что надо было выдвинуть кандидата в Сенат Соединенных Штатов. И, естественно, был кандидат от партийного механизма, от партийной машины. А вот Франклин уже сбил вокруг себя энергичную группу молодых депутатов, которые выдвигают своих людей, которые разоблачают всех этих боссов. У них ничего особенно не получилось, но он уже приобрел себе имя, как такой молодой, энергичный политик. У него еще очень расплывчатые идеи. Он произносит всякие хорошие слова о том, что надо помогать людям, что надо заботиться о людях, что надо бороться с бюрократией. Но это совершенно вот все просто слова пока что. В 1912 году разворачиваются очень бурные события в политической жизни Соединенных Штатов. Ну, как всегда, конкурируют демократы и республиканцы. Республиканцы выдвигают своего кандидата Тафта, а демократы Вудро Вильсона, такого интеллигентного профессора бывшего. И Франклин Рузвельт огромные усилия прикладывает для того, чтобы поддерживать Вудро Вильсона. Сначала его номинацию, потом уже его избрание. А у республиканцев происходит раскол, причем именно благодаря Теодору Рузвельту, который сначала поддержал Тафта, а потом решил, что тот слишком мягок, какая-то размазня и неправильно все делает. И он откололся от республиканцев, он создал свою собственную партию прогрессистов, прогрессивную партию. И вот со своей такой брутальной энергией начинает разоблачать своего же бывшего коллегу, пытается проводить собственную кампанию. Вот здесь, конечно, все Рузвельты очень странно смотрят на Франклина, что тот не поддерживает нашего родственника, а работает на Вудро Вильсона. Но есть такое как бы циничное предположение, что все дело в том, что он понимал, что ему легче будет подняться в демократической партии, а может быть, тут просто ему нравился такой идеализм Вильсона, может быть, дело и в этом. Теодор Рузвельт в результате расколол, в общем-то, республиканскую партию, ослабил ее и сам ничего не добился, а Вильсон становится президентом и делает Франклина Рузвельта помощником морского министра. То есть Франклин занимает тот самый пост, который до него занимал Теодор. Но ситуация уже, конечно, совершенно другая. В этот момент, вот как раз в эти годы, когда Франклин Рузвельт выдвигался в Сенат штата, когда он поддерживал Вильсона, он сближается с таким странным человеком. Ну, тогда его называли журналистом, сегодня бы, наверное, сказали, что это политтехнолог, потому что он именно вот работал на разных политиков и начинает работать на Рузвельта. Его звали Луис Хау. Это был очень низенький, очень некрасивый и, судя по всему, очень неприятный человек, который сам про себя говорил: «Меня все ненавидят, меня всегда все ненавидели, и я хочу, чтобы меня все ненавидели». Ну, насколько он этого хотел, действительно сказать трудно, но он был такой грубый, странный, неприятный человечек, который становится ближайшим помощником Рузвельта, который просто обожает Рузвельта. Он письма ему иногда подписывал «Ваш раб», что не противоречило тому, что он становится его очень важным советником. Даже когда уже Рузвельт станет президентом, Хау будет тем, кто мог ему кричать: «Да ты идиот, ты чертов идиот, ты что делаешь?»
Но при этом Рузвельт понимал, что этот человек никогда его не предаст и всегда будет ему верен, и очень сильно на него опирался. И вот Рузвельт становится заместителем морского министра, Хау его личный помощник, что вызывает ярость очень многих и военных, и чиновников, потому что они натыкаются на его такое жесткое хамство и, может быть, не слишком приятное поведение, но зато Хау много чего сделал для Рузвельта. В частности, он обратил его внимание на роль профсоюзов, необходимость общаться с рабочими. И вот начинается такой некоторый поворот. Чем занимается морской министр? Он занимается флотом, он занимается, в частности, строительством кораблей, перевооружением. Здесь очень велика роль производителей. И не только хозяев каких-то крупных заводов, но и просто рабочих. И вот Рузвельт, который до этого вообще на все эти рабочие движения вообще обращал очень мало внимания. Когда он учился в Гарварде, и Теодор Рузвельт, президент тогдашний, вмешался и добился прекращения забастовки, то Франклин писал, что что-то президент как-то слишком вмешивается, он слишком расширяет полномочия исполнительной власти. Это ровно то, в чем потом будут обвинять президента Франклина Рузвельта. И вот теперь он регулярно через Хау как раз он налаживает отношения с представителями рабочих, он встречается с ними. Он говорит представителям рабочих такие слова: «Вы должны знать, что вы можете прийти в мой кабинет в любое время. Давайте объединимся. Я хочу, чтобы вы меня учили, чтобы вы мне объясняли, что происходит». Очень неожиданные слова. Сегодня, наверное, каждый второй политик что-нибудь в этом роде говорит. Для того времени это очень неожиданно. У Элеоноры Рузвельт тоже было такое предположение, что вот как раз то, что Франклин по работе, когда был помощником министра, что он должен был ездить в доки, он должен был общаться с рабочими, он должен был заниматься строительством кораблей, что вот это расширило его кругозор. И действительно, в общем, он впервые вышел за пределы своего такого узкого круга, потому что в детстве, что в школе, что в Гарварде, он все время был в кругу привилегированных людей. Теперь он общается с какими-то другими людьми. Может быть, вот это было начало какого-то его поворота. При этом он по-прежнему считает, что, в общем, его слово, его решение должно быть окончательным. Такая произошла замечательная история. Правительство Аргентины, через правительство Соединенных Штатов, разместило заказ на 2 военных корабля. И некая фирма эти корабли сделала, а деньги все никак не поступали. И к Рузвельту в министерство пришел представитель этой фирмы. Его звали Джозеф Кеннеди. Тогда еще никто не знал, что это отец будущего президента Кеннеди. Джозеф Кеннеди вообще был противный довольно-таки товарищ, но очень жесткий, очень твердый. Вот он приходит, говорит, что корабли готовы, но денег нет. Рузвельт начинает объяснять, что мы гарантируем, что деньги будут, мы не можем ссориться с Аргентиной. Давайте, значит, вот сейчас вы давайте корабли, а потом правительство вам деньги заплатит. Тот говорит, нет, утром деньги, вечером корабли. Рузвельт говорит, вы понимаете, что мы не можем из-за какой-то достаточно небольшой суммы денег ссориться с аргентинским правительством. Если вы не дадите нам эти корабли, то придется военно-морскому флоту Соединенных Штатов вмешаться. Кеннеди, глупости какие-то, и уходит. На следующий день к докам, где стояли эти 2 корабля, подплыли военные корабли американские. Рабочим, или кому-то там охране, охранявшие эти корабли, предложили уйти, просто их заставили очистить корабли. Дальше они отбуксовали эти корабли и передали аргентинцам. Кеннеди сказал, что он заплакал от потрясения. Он не мог себе представить, что действительно так может быть. Но однако, все произошло именно таким образом. Это, конечно, очень характерно для такого своеволия рузвельтовского. Он делает карьеру. Наверное, по-прежнему у него мысли о том, что он повторяет карьеру дядюшки Теодора, может, он и дальше ее будет повторять. Но тут события начинают развиваться очень быстро. Начинается Первая мировая война, в которую Соединенные Штаты вступают далеко не сразу, только в 1917 году.
Президент Вильсон вообще был резко против войны. Все силы прикладывал для того, чтобы это не произошло. Но когда немецкие подводные лодки уже начинают топить корабли, на которых оказываются и американские граждане, то Америка вступает в войну. Рузвельт, конечно же, рвется на фронт. Опять он вспоминает, как Теодор Рузвельт после начала Испанской войны уволился и отправился воевать. Вильсон его не отпускает, он требует, чтобы тот выполнял свои задачи. И тот остается чиновником, он ездит в Европу, он организовывает флот, но не воюет. В это время происходит тяжелая, очень личная драма в его семье, но которая повлияет не только на жизнь семьи. Значит, Рузвельт, отец 5 детей, семьянин, такая, значит, они вроде бы прекрасная пара, но у него, очевидно, где-то с 16-го года у него роман с молодой женщиной, которую зовут Люси Мерсер. Она вообще была секретаршей его жены. Дальше похоже, что жена, может быть, что-то почувствовала. Во всяком случае, она ее уволила. И некоторое время, тогда Люси, это уже была война, Люси записалась в морское министерство и служила под началом Рузвельта. Дальше какие-то слухи пошли, ее оттуда уволили. Но роман продолжался. И так бы это, наверное, все было скрыто, но Рузвельт был в Европе, очень сильно простудился, у него началось двустороннее воспаление легких. Не забудем, антибиотиков еще нет, это вообще опасная болезнь. Он возвращается в Америку в полубессознательном состоянии, его жизнь под угрозой, его выносят буквально с корабля. Элеонора его встречает, она о нем заботится. И дальше, когда она распаковывает его чемодан, она обнаруживает целую связку любовных писем от Люси. Ну и когда Франклин выздоравливает, то дело идет о разводе. Он вообще был не прочь, очевидно, развестись. Судя по всему, Люси Мерсер была, конечно, главной женщиной его жизни, он ее очень любил. Мать резко против. Не то чтобы она так любила Элеонору, она обожала своих 5 внуков, но она прежде всего считает, что это, конечно, страшно повредит его политической карьере. После мучительных выяснений отношений, мучительных переживаний он остается с женой. Он дает ей клятву, что он никогда больше не будет встречаться с Люси Мерсер. Эту клятву он не сдерживает. Они переписываются очень много, они встречаются. И, собственно, эти их в той или иной форме какие-то отношения у них будут продолжаться всю жизнь. Был ли это роман дальше, или это была просто переписка и дружеские отношения, тут историки спорят. Но помимо просто личной драмы, это, конечно, очень много изменит в семье Рузвельтов, потому что Элеонора будет совершенно потрясена. Она сама про себя говорила, что у нее память, как у слона, она может все простить, но ничего не забывает. И она помнила об этом всю жизнь. Она беспрерывно про это говорила. Уже просто было понятно, что это такое было проявление доверия с ее стороны. Если в течение жизни с каким-то человеком у нее устанавливались дружеские отношения, по-настоящему близкие, то она рассказывала о том, как муж ей изменил. Она все время про это помнила. Но дело даже не в этом, а в том, что после этого произошли огромные изменения с Элеонорой. Их сын потом говорил, что после этой истории у его родителей установилось такое вооруженное перемирие, которое сохранялось в течение всей их жизни совместно. Элеонора начинает строить собственную жизнь, собственную общественную жизнь. Если до этого она была исключительно матерью и женой, то теперь она становится общественным деятелем, невероятно важным общественным деятелем. Вот в течение всех 20-х и 30-х годов, с одной стороны, она будет, конечно, представительствовать как жена Рузвельта, а с другой стороны, она будет во множестве общественных организаций. Она сыграет огромную роль для защиты прав женщин, для защиты прав афроамериканцев, для защиты прав самых разных этнических меньшинств. И она будет очень важным советником, в общем, Рузвельта, хотя человеческие отношения между ними будут довольно холодными. Но он будет всегда к ней прислушиваться, и это будет очень важно для них обоих. А дальше новый поворот.
В 1920 году Рузвельт уже собирается совершить новый шаг в своей карьере. Кандидат от Демократической партии на пост президента Кокс. Рузвельт рассчитывает на то, что он будет вице-президентом. Он ведет предвыборную кампанию с помощью Луиса Хау, как всегда, конечно же, с помощью Элеоноры. Он разъезжает, он выступает. Интересно, что Теодор Рузвельт очень не хотел быть вице-президентом. Он считал, что это такой тупик. Никакой вице-президент, говорил он, не становился президентом. И его буквально вынудили стать вице-президентом, несмотря на его сопротивление. Франклин Рузвельт хотел быть вице-президентом, и тут он заболевает. 21 год, у него высочайшая температура, совершенно непонятно, что происходит, лихорадка, он лишается сил, он не может вставать, он вдруг видит, что у него отказывают ноги. Проходит несколько недель, и этот энергичный, красивый, веселый, популярный, физически сильный человек оказывается парализованным. Ниже поясницы он парализован, он не может двигаться. Он начинает какую-то безумную борьбу в надежде вернуться в прежнее состояние. Он делает упражнения бесконечные совершенно. Он находится, естественно, в совершенно депрессивном состоянии. Жена на него давит, все время требуя, чтобы он упражнялся. Мать, наоборот, говорит, чтобы он уменьшил нагрузки. Он совершенно не понимает, как ему быть. Сколько бы он ни упражнялся, там на какой-то крошечный процент он улучшил свое состояние, но, в общем, он остается парализованным. Он будет парализованным всю свою жизнь. Где-то лет 8 после этой болезни, очевидно, скорее всего, это был полиомиелит, хотя последние годы уже задним числом ставят какие-то другие диагнозы. Он проводит несколько лет, пытаясь как-то вообще осознать, что произошло, и начать жить по-новому. Он очень много времени проводит на юге страны, потому что предполагается, что южный климат ему будет помогать, дистанцируется довольно сильно от своей семьи. Он пытается тоже какие-то делать, он ищет какие-то упражнения, он плавает. Он как-то передвигается на костылях или на инвалидной коляске, и у него что-то такого типа корсета на ногах, который причиняет ему очень большую боль. Он слышит, что есть какие-то источники теплые, которые могут ему помочь. И он устраивает этих warm springs, он устраивает целый санаторий, куда он приезжает сам, и куда потом будут приезжать другие больные полиомиелитом. Он надеялся даже заработать деньги на этом, как раз денег-то он не заработал. Это будет очень важным для него местом, куда он будет приезжать, во всяком случае, чтобы поддерживать здоровье. И через несколько лет, когда он уже понял, очевидно, и смирился с тем, что он не будет ходить, ему нужно как-то выстраивать свою жизнь заново, и ему предлагают баллотироваться в губернаторы Нью-Йорка. И он возвращается к политической жизни. Тоже с помощью Элеоноры, с помощью Луиса Хау он ведет кампанию. Здесь уже хорошо видно, что он выдвигает такие социальные требования. Интересно, что многие из этих требований похожи на те, которые выдвигал Теодор Рузвельт, когда пытался создать свою отдельную партию. Он говорит о пособиях, о пенсиях, о помощи бедным, о той социальной политике, которая сегодня кажется совершенно естественной, а в конце 20-х совершенно такой не казалось и не проводилось. С такой программой Рузвельта выбирают губернатором Нью-Йорка. Надо сказать, что уже в это время, и уж тем более потом, когда он будет президентом, он прикладывает огромные усилия, чтобы люди забыли о его инвалидности. Он не скрывает, все знают, что он болен. И, конечно, его политические противники всячески подчеркивают, что этот человек, у которого нет сил, который... то есть как-то пытаются сыграть на этом. Рузвельт позаботился еще, когда его выбирали губернатором, и тем более потом, когда его будут выбирать президентом, чтобы никогда не было фотографий, где он на инвалидной коляске. Он был настолько обаятельный человек, что журналисты принимали те условия, которые он им ставил. Он приезжал на машине, его вытаскивали из этой машины. Позже уже президентом он кричал: ребята, чтобы этих снимков не было. И таких снимков практически нет. То есть снимки, где он сидит в машине, или его вынимали, его ставили. И дальше этот человек, парализованный человек, шел. Иногда он ходил на костылях.
Дальше уже он будет ходить без костылей, он опирался на руку сына или на руку охранника, и он очень медленно переставлял ноги, хотя это было практически невозможно. И доставляло ему, конечно, огромное страдание. Но вот он передвигался с помощью охранников, и дальше он приходил, скажем, туда, где он должен произнести речь. Он произносил речь стоя, хотя это было для него тоже мучительно. Затем вот также с помощью охранника медленно-медленно, передвигая ноги, там, опираясь на охранника, он уходил. Потом его снова сажали в инвалидное кресло, когда этого никто не видел. На посту губернатора Нью-Йорка он начал использовать такое очень новое, новомодное, я бы сказала, для того времени средство, которым, кстати, все политики не пренебрегали. Он начинает радиообращение к своим избирателям. То, что потом уже, когда он будет президентом, станет регулярными его этими беседами у камелька, fireside chats, и создаст тоже ему огромную популярность. Второй раз в 1930 году он тоже выдвигается на пост губернатора, а ситуация к этому моменту уже совершенно изменилась. Мы знаем, октябрь 1929 года, крах на Нью-Йоркской фондовой бирже кладет начало ужасающему кризису. Разоряются десятки, затем очень быстро сотни, затем тысячи предприятий, рушится банковская система, закрываются одно предприятие за другим, невероятное количество безработных. К 1932 году уже будет примерно, в среднем будет 50% населения безработными, а в больших городах даже до 60%. Процветающая Америка 20-х годов. Президент Гувер совсем незадолго до этого кризиса сказал, что в ближайшее время у каждого американца в гараже будет стоять автомобиль. Вот такой будет признак процветания американского. И вдруг какой там автомобиль, работы нет, денег нет, ничего нет. И нет практически никакой социальной политики. Потому что по-прежнему все государства, в общем-то, кроме как раз коммунистического, кроме фашистского, все государства живут представлениями о том, что власть не должна вмешиваться в экономику, что люди сами должны барахтаться, сами должны выбираться. А если у тебя нет работы, это значит, что ты просто, наверное, или пьяница, или бездельник, и сам виноват. Это пришедшее из XIX века совершенно распространенное представление. Вот Рузвельт, уже баллотируясь в 1930 году снова на пост губернатора, в тот момент, когда вокруг все рушится, когда безработица растет с каждым днем, когда есть нечего тысячам людей, он начинает говорить, что его программа будет предполагать поддержку фермеров в штате, борьбу с безработицей, пенсии, какие-то пособия. Он говорит совершенно необычные для этого времени вещи. И он, конечно, проходит. А в 1932 году партия демократов предлагает баллотироваться ему на пост президента Соединенных Штатов. Ну, что мало кто верит. Конечно, те, кто говорили, уже вот слышали эти слова, которые он произносил. А в 1932 году Америка находится просто в руинах, в полном отчаянии. Во-первых, никогда не было такого уровня спада, никогда не было такого количества безработных, и никогда не было просто вот такого отчаяния. Но далеко не все верят, что он сможет что-то сделать. Был такой знаменитый политический комментатор, журналист Уолтер Липман. И когда он узнал, что выдвигается Рузвельт от Демократической партии, он сказал: это очень приятный человек, у которого нет никаких способностей для поста президента, но ему очень хочется занять этот пост. Ну, такой, значит, светский, богатенький человек, который лезет в политику, непонятно что. Но Рузвельт, который, конечно, обладал невероятной харизмой, невероятным обаянием, и вот эта его программа социальная производит впечатление, он предлагает выход. Потому что в тот момент, в 1932 году, казалось, что выхода вообще нет. Что это просто крах и конец всего. И вот когда на съезде Демократической партии его номинируют как кандидата в президенты, то здесь впервые звучат слова, которым предстоит стать очень знаменитыми. Это новый курс, New Deal. И Рузвельт, принимая номинацию, говорит: по всей стране мужчины и женщины, о которых
забыла политическая философия нашего правительства, смотрят на нас в надежде на то, что мы поведем их за собой и предоставим им больше равных возможностей участвовать в распределении национального богатства. Я беру на себя обязательство проводить новый курс. На самом деле, конечно, New Deal, как мне кажется, понятно, что уже есть традиция в российском переводе нового курса. Я бы сказала, что это новый договор, потому что слово deal имеет такой смысл. Он именно говорит о том, что он заключит новый договор с этими людьми, в новые отношения с ними вступит. Но принятый перевод другой. Вот он говорит, я беру на себя обязательство проводить новый курс для американского народа. Это больше, чем политическая кампания. Это призыв к оружию. И дальше вокруг Рузвельта создается очень необычная, не только для того времени, но и вообще коалиция. То есть его начинают поддерживать настолько разномастные силы, такие организации, такие слои общества, которые вообще-то обычно не объединяются. Вот это то, что историки называют коалицией нового курса. Его поддерживают профсоюзы, его поддерживают рабочие, его поддерживают самые разнообразные меньшинства – евреи, католики, афроамериканцы. Одновременно с этим его поддерживают интеллектуалы, его поддерживает партийный механизм, против которого, это партийная машина, против которой он столько времени выступал. Его поддерживают представители университетов, его поддерживают мелкие партии. То есть самые разные слои, просто потому что крах. Вот они сумели сплотиться, или он сумел их сплотить на краю пропасти. И вот здесь тоже стоит вспомнить то, с чего мы начали, что он человек из привилегированной семьи, из благополучного слоя такой элиты. И вдруг он ведет за собой бедных фермеров, рабочих, всех угнетенных, попросту говоря. И он совершает удивительные вещи. Например, уже когда станет президентом, он привлекает разных крупных республиканцев, дает им посты. Он создал то, что называли Black Cabinet, то есть такой, это, конечно, не был кабинет министров, но он создал такую группу, совет, состоявший из афроамериканцев, которые советовали ему, которые высказывались и определяли во многом, по крайней мере, влияли на политику в отношении цветного населения Америки. Там была такая замечательная женщина, Мэри Маклауд Бетюн, борец за права афроамериканцев, и она шла на прием в Белый дом, и к ней подошел садовник, который посмотрел, какая-то чернокожая тетка, говорит: «Тетушка, ты вообще понимаешь, куда ты идешь?» Она так на него посмотрела и сказала: «Я что-то не припомню. Ты ребенок кого из моих сестер?» И посмотрела на него так, что он вообще отлетел в сторону, и, значит, она пошла дальше на прием к Рузвельту. Но понятно, почему он так удивился, потому что вообще-то президенты Соединенных Штатов в это время обычно не принимали представителей чернокожего населения, тем более женщин. Рузвельт сделает женщину, Фрэнсис Перкинс, министром труда в своем правительстве. То есть он привлекал самые невероятные и неожиданные слои населения. Кстати, в этом ему очень помогала Элеонора, которая тоже как раз занималась всеми обделенными группами. Он проводит блистательную кампанию. Он получает большинство в 42 штатах, из 48 тогдашних, и становится президентом. И он все время подчеркивает, что он президент всех, что он президент народа. Уже пошли слухи, потом фашисты это будут очень сильно развивать, что да он вообще-то сам, наверное, еврей. И его спросили: а ваши предки, они кто были? Может, они были католики, что вы так на них опираетесь? Может, они были евреи? На что он сказал: я вполне могу предположить, что среди моих предков были и католики, и протестанты, и евреи. Меня волнует, были ли они хорошими гражданами и верили ли они в Бога. Надеюсь, что это было так. При том, что надо понять, что, естественно, он произошел из слоя, в котором были огромные предрассудки, и антисемитские, и расистские, и антикатолические. И вот он все это преодолевает. Когда проходила предвыборная кампания, то кто-то ему сказал, что вы, наверное, будете или самым лучшим президентом Соединенных Штатов, или самым худшим. На что он сказал: если я не справлюсь,
то я буду последним президентом Соединенных Штатов. То есть, очевидно, вот это вот представление, что мы катимся в пропасть, надо остановиться, вот оно придавало ему силы, и оно вело за ним людей. Во время инаугурации в марте 1933 года он произносит свою знаменитую речь, где говорит: «Единственное, чего нам следует бояться, это самого страха, безрассудного, безликого, неоправданного ужаса, который парализует необходимые усилия по превращению отступления в наступление. Наш народ требует действий, и действий немедленных». Сказать речь красивую во время инаугурации – это много кто умеет. Понятно, что это речь Рузвельта, стала исторической, это все ясно. Но вообще-то любой президент говорил красивые слова. Вопрос в том, что будет дальше. А вот дальше происходят невероятные вещи. Конечно, это заслуга Рузвельта, то, что происходит потом, его готовности. Вот непонятно, откуда она выросла, когда он там в Гарварде лениво учился, или когда он сидел в своей этой конторе юридической, но он готов к тому, чтобы быть президентом. Он невероятно харизматичен, и он может убеждать. Он создает такой brain trust, мозговой центр, куда он приглашает лучших юристов из Гарварда, и из других мест, которые ему будут помогать. Вот он советуется с афроамериканцами. Он приглашает общественных деятелей, крупных, в свое правительство. То есть он понимает, на кого ему надо опираться. Это раз. Конечно, то, что до 1937 года демократы контролировали обе палаты Конгресса, это тоже ему очень сильно помогало. Вот мы знаем, как много обещал президент Обама и как мало он смог сделать, ну, в частности, потому, что очень многие его предложения заваливал Конгресс. По крайней мере, во время первого президентства Рузвельта этой проблемы у него не было, это ему сильно облегчало жизнь. Но все равно, конечно, то, что происходит, ну, как известно, первые 100 дней президентства всегда важны, все смотрят, что делает новый президент. Первые 100 дней Рузвельта были совершенно фантастическими. Страна катится в тартарары. Он формулирует 3 R. Relief, recovery, reform. Relief, то есть помощь непосредственно людям. Recovery, возрождение экономики. Ну, reform, понятно, реформа. И прежде всего надо было просто остановить, вот не дать свалиться в пропасть. К этому моменту, к весне 1933 года, в Америке практически прекратила функционировать финансовая система. Люди забирали деньги из банков. Была страшная инфляция. Банки банкротились, закрывались. Штаты отдельные объявляли банковские каникулы. То есть они закрывали банки, чтобы люди не могли забрать все деньги. Понятно, что как только банк открывался, или просто в соседнем штате, когда слышали, то бежали и забирали еще и еще. То есть банки вообще практически не функционировали, а, соответственно, разваливалась вся промышленность. И вот уже через несколько дней после инаугурации Рузвельт проводит этот вот свой первый уже на посту президента разговор у камелька. Он подчеркивал, что ему это такой как бы вот интимный разговор с избирателями. Он всегда видит их сидящими у очага, дома у себя и слушающих его. И он так и разговаривал вот как-то очень по-домашнему во многом. И он обращается к ним с невероятной просьбой. Он просит их вернуть деньги в банки. Он объясняет им, что без этого все развалится. Вот я пытаюсь себе представить, чтобы кто-нибудь из правителей, при которых я жила, начиная там с Брежнева, призвал меня принести в банк те деньги, которые, там, скажем, я храню, не знаю, под подушкой или в банке, ну или, понятно, как в нашей стране, очевидно, обратив их в доллары, и чтобы я послушала и пошла. Я вот не могу себе представить такой картинки. За неделю после речи Рузвельта люди вернули в банки около $1 миллиарда. Каков должен быть уровень убедительности? Ну и, очевидно, какой должен быть уровень отчаяния, что они ему верят. Призвать вернуть деньги – это одно. Дальше, во-первых, принимается такой чрезвычайный закон. Он тоже ввел на несколько дней банковские каникулы по всей стране. За это время Государственная комиссия проверяет банки и проводит санацию. Вот только с теми банками, которые государство одобрило, эти банки имеют право открыться. Они получают субсидии от государства. То есть он сумел убедить своих помощников, не все
в его окружении были с этим согласны, что пусть будет чрезвычайный бюджет, как он говорил. Дадим банкам деньги, чтобы вклады людей были обеспечены. Он вводит страхование вкладов. Он разделяет коммерческие инвестиционные банки. То есть он исходит из того, что люди должны доверять банкам. Далеко не сразу это произошло. Не случайно все 30-е годы будет столько баек про гангстеров, которые там банки грабят, а людям помогают, ну, там, про Бонни и Клайда и так далее. Но все-таки банковская система стала функционировать. И функционировать она стала потому, что ее обеспечивало государство, что ее поддерживало государство, что государство стало куда больше контролировать банки и субсидировать тех, которым оно доверяло. Это создавало опасность дефицита бюджета. Но Рузвельт был готов на это идти. Он создает несколько новых органов. Он вообще создал огромное количество разных управлений. Вот бюрократическая система сильно разрослась. Но он создает, во-первых, управление чрезвычайной помощи, которым руководит очень близкий ему человек Гарри Гопкинс. Черчилль сказал о нем, что Гопкинс – это идеальный лидер с пламенной душой. Это было управление, которое, во-первых, организовывала общественные работы, о чем мы еще скажем, а во-вторых, пыталась вводить так называемые кодексы справедливой конкуренции. Те промышленники, которые готовы были заключать эти кодексы, они брали на себя обязательство не повышать цены выше определенного уровня, не снижать зарплаты ниже определенного уровня. Им выдавался такой синий орел как символ справедливой конкуренции, справедливого предпринимательства. У них выставляли в витринах. И тысячи людей подписывают эти кодексы, хотя вскоре Конституционный суд признает неконституционным это правление, потому что оно слишком сильно вмешивалось в организацию промышленности. Точно так же будет огромное вмешательство в сельское хозяйство, потому что сельское хозяйство было абсолютно убыточным в этот момент. Проще было забить скот, проще было вообще не убирать урожай, это было дешевле, чем собирать урожай, везти в города, где его все равно не могли купить. И выдаются огромные субсидии фермерам для того, чтобы они на следующий год засеяли меньшие площади, для того, чтобы они забивали скот. И таким образом снижается уровень производства, естественно, но преодолевается кризис перепроизводства. Это тоже признал Конституционный суд незаконным, но через несколько лет Рузвельт часть этого всего законодательства, касавшегося сельского хозяйства, возобновил, улучшив некоторые детали, и его уже не отменили. То есть он начинает такое массированное регулирование экономики, что было абсолютно непривычно. Непривычно по массе причин. Во-первых, это противоречило традиции американской, вот с этими представлениями о том, что человек должен всего сам добиваться. А тут какие-то субсидии, какие-то общественные работы. Непонятно, почему государство так лезет в нашу жизнь. А еще государство говорит, что вот цены не повышай, зарплату не понижай. То есть государство руководит тем, чем оно вроде бы руководить не должно. И поэтому, с одной стороны, идут бесконечные как раз обвинения, что он предатель своего класса, что он коммунист, что он фашист, там кто угодно. Создается целая Лига свободы, которая ставит своей задачей сбросить Рузвельта. Но есть такой замечательный американист Иван Курило, который написал: кто-то из профсоюзных деятелей сказал, что у Лиги Свободы столько денег, что если она захочет, то сможет сделать президентом США хоть китайца. Но оказалось, что только денег недостаточно. Переломить массовые настроения они не смогли. И не смогли даже сменить Рузвельта на выборах 1936 года. То есть как бы то ни было, но популярность его была огромна. Интересно, что одновременно с этим идет его критика слева, так сказать. Появляется множество людей, которые критикуют его за то, что он недостаточно проводит энергичную политику. И самый опасный для Рузвельта человек, которого звали Хьюи Лонг, чья судьба очень интересна, потому что в какой-то мере это карикатурный Рузвельт. И это как раз показывает, кем бы мог стать Рузвельт, если бы он пошел слишком далеко. Хьюи Лонг был невероятно популярный политик в штате Луизиана, который
в какой-то момент стал губернатором штата Луизиана. Человек потрясающе коррумпированный, окружавший себя какими-то подозрительными охранниками, которых называли казаками. Человек, прекрасно говоривший. Кстати, много сделавший. Он строил школы, он создавал вечерние курсы для неграмотных, он проводил социальную политику. Одновременно с этим, значит, он воровал, конечно, направо и налево. Одновременно с этим он произносил какие-то дикие речи, обвиняя Рузвельта там, в заговоре мировом и так далее. Герберт Уэллс сказал, что Хьюи Лонг – это Уинстон Черчилль, который не учился в Хэрроу. То есть такой хамский Черчилль, потому что он прекрасно говорил речи, ну так вот грубо, по-хамски. В Луизиане его обожали, но со своими политическими противниками он разбирался самыми разными способами. Но главное, конечно, что это был абсолютный популист. То есть за что он критиковал Рузвельта? Он говорил, что Рузвельт слишком мало дает пособий, слишком мало помогает тем, кто страдает от кризиса. Он создал общество, которое называлось Share My Wealth, и он считал, что надо огромные ввести налоги. За счет этих налогов, как он обещал, можно проводить огромную социальную политику, можно давать пособия, гигантские пенсии. То есть он давал такие обещания, которых вообще просто глаза у всех лезли на лоб, и, конечно же, все его поддерживали, и все вступали в его общество. Ему пытались объявить импичмент на посту губернатора из-за его там коррупции, и объявили, после чего Сенат штата завалил этот импичмент, и дальше он сводил счеты со всеми, кто выступал против него, и увольнял их родных, и там бог знает, что творил. Потом он стал сенатором Соединенных Штатов, и каждый день в Конгресс привозили 2 грузовика с письмами, из которых один грузовик был для всех конгрессменов, а второй для Лонга. Потому что все верили, что он спаситель. Хотя сегодня экономисты показывают, что все эти его обещания были абсолютно нереальными. Что он обещал то, что выполнить было невозможно, как все популисты и говорят. Он говорил: Рузвельт меня боится, потому что я могу больше обещать, чем он. И он, конечно, собирался баллотироваться в 1936 году в президенты. Рузвельт и его окружение считали, что Хьюи Лонг рассчитывал на то, что он проиграет на выборах, что республиканцы придут к власти, лучше республиканцы, чем Рузвельт, что республиканцы вообще доведут страну до полного краха, и тогда на следующих выборах уже выберут Хьюи Лонга как спасителя, и он станет диктатором. Ну, я не исключаю, что это тоже такое уже, конечно, паранойя, но во всяком случае Лонг был очень сильным противником для Рузвельта. Но в 1935 году его убивают. Его убивает зять там, некого человека, которого тот сместил с поста, и охрана сразу этого человека расстреливает, там 60 пуль в убийцу они выпустили. И Лонг умирает. Ну, конечно, тоже потом будут разговоры, что его заказал Рузвельт, естественно, никаких доказательств этого нет. Очень интересно, что во многом под влиянием вот этой левой критики со стороны Лонга и других, в следующие годы Рузвельт становится еще более радикальным. Он попытался ввести налог на роскошь, который, правда, тоже завалили довольно быстро, и Конституционный суд отменил. Но дальше, вот иногда даже историки говорят о первом новом курсе, то есть в первые годы, и втором новом курсе, который еще более решительный, потому что он проводит закон, который называют по имени сенатора его, сформировавшего законом Вагнера, по которому даются очень большие права профсоюзам и легализуются стачки. И, кстати, запрещаются профсоюзы, созданные предпринимателями, потому что иногда предприниматели создавали такие игрушечные для себя профсоюзы. И он проводит законы, обеспечивающие страхование на работе, пенсии и поддержку одиноких матерей. Проводится огромная программа строительства муниципального жилья, и принимается закон о справедливых условиях работы, и запрещается работа детей, и очень много-много всего другого. Проводятся гигантские совершенно общественные работы, причем вообще-то дешевле было бы не организовывать эти общественные работы, а выдавать пособия. Для Рузвельта очень важны моральные перемены, поэтому ему важно, чтобы люди работали, а не просто получали пособия. И безработные строят дороги, и строят аэродромы, и школы, больницы, стадионы. В этом участвуют миллионы людей. Они получают копейки.
за эту работу. Для Рузвельта, как, кстати, и для Теодора Рузвельта, очень много значили экологические вопросы. Среди этих общественных работ было целое отдельное управление, которое занималось посадками лесов, осушением болот и так далее. Люди получали $30 в неделю, из которых 25 отсылали домой, а жили на $5. Но все равно это была зарплата, это была работа. И очень интересно тоже, что и трогательно как-то, что вот среди всех этих таких неквалифицированных общественных работ там отдельно было еще управление, которое давало работу женщинам. А женщинам, конечно, в момент кризиса всегда тяжелее найти работу. Было отдельное управление, которое давало работу молодежи и обучало. А еще была отдельная программа для творческих людей, которые страдали от кризиса ничуть не меньше. И там государство поручало художникам, поэтам, музыкантам, фотографам различные виды работы. Скажем, они путешествовали по Америке и выступали за счет государства. Огромное количество фотографий было сделано. Почему так есть много фотографий от Великой депрессии оставшихся? Потому что это была государственная программа. Спектакли ставились. Ну и с одной стороны, это просто поддержка деятелей культуры. С другой, это тоже некоторый моральный такой уровень поддерживается в стране. В 1937 году снова произошел спад производства. Не такой большой, как в 1932, но все равно. И это, конечно, сильно ударило по Рузвельту и вообще по демократам. И начиная с 1938 года в Конгрессе было большинство республиканцев. И это осложняло, конечно, жизнь Рузвельта, но ему все равно удавалось проводить многое из того, что он хотел. И он умел договариваться, и он назначал республиканцев на важные посты. И он просто влиял на Конгресс. У него очень плохо складывались отношения с Конституционным судом, который несколько очень важных его законов объявил неконституционным. И тогда, в 1937 году, как раз вот в момент этих всех бурных перемен, он шокировал всех, включая партию демократов, потому что он предложил реформу Конституционного суда. И он предложил следующее, чтобы те судьи, которым больше 70 лет, автоматически уходили на пенсию. А судьи вообще-то назначаются пожизненно. Понятно, что средний возраст тогдашних членов Конституционного суда был весьма высок. То таким образом несколько человек бы ушло, и он бы назначил новых, своих сторонников. Но это было такое вмешательство в независимость суда, и это было такое нарушение разделения властей. Все были шокированы, проект не прошел. Но так как все равно члены Верховного суда были уже не молодыми, то в последующие годы многие из них, кто-то умирал, кто-то уходил по состоянию здоровья, и Рузвельт все-таки провел достаточное количество своих людей, чтобы дальше они ему не мешали. Кто-то из историков сказал, что для него обязанности президента и права были как перчатка. Вот он надевал и растягивал. Конечно, это было, безусловно. При этом 42 штата голосовали за него в первый раз, где он получил большинство, и 46 штатов, то есть все штаты, кроме Мэйна и Вермонта, голосовали за него на вторых выборах. То есть в 30-е годы поддержка его была огромной. Позже она немножко уменьшится, и то. Сегодня очень большие споры ведут историки о том, насколько новый курс был экономически эффективен. Потому что существовало представление о том, что он совершенно изменил экономику, вот спас всех и так далее. Спас, конечно. Вопрос в том, насколько реальные были экономические перемены. Сегодня многие историки приходят к выводу о том, что главные перемены были моральные, что вот он дал возможность людям поверить в себя. Все-таки настоящий подъем экономики начался только с началом мировой войны, то есть когда начнет подниматься военная промышленность. Это так. Но Рузвельт, во-первых, действительно внушил людям вот это вот ощущение, что не надо бояться ничего, кроме страха, что было очень важно. А во-вторых, он изменил представление о роли государства в экономике. Джон Мейнард Кейнс, великий английский экономист, которого я уже упоминала, был одним из первых, кто еще до всякого нового курса говорил, и потом очень много писал тоже в 30-е годы, о том, что государство должно осознанно проводить, как он писал, социализацию инвестиций. То есть должно вкладываться в социальные программы. Вопрос о том, насколько Кейнс
повлиял непосредственно на советников Рузвельта, тоже он сложный, по-разному говорят. Кто-то считает, что это вот все они взяли у Кейнса, другие говорят наоборот, они не были кейнсианцами. Но это то, что носится в воздухе в 30-е годы. Это то, что разрабатывает Кейнс у себя там в Кембридже. И, как это не ужасно сказать, но в какой-то мере это то, чем занимается Сталин, это то, чем занимается Гитлер, это то, чем занимается Муссолини. Но приятное отличие Рузвельта от всех этих товарищей ясно, что он не стал диктатором, как бы он эту перчатку не растягивал, что он не проводил террор, он обеспечивал вмешательство государства, он обеспечивал социальную политику, но при этом он сохранял частную собственность. При этом он сохранял свободу конкуренции, вмешиваясь в нее. И он совершенно изменил представление о роли государства в экономике. И дальше, до конца 70-х годов эти представления будут живы. Сегодня кто-то говорит, что нет, надо уменьшать социальные программы, пусть люди сами развиваются и так далее. Кто-то по-прежнему придерживается тех взглядов. Но сегодня нам трудно себе представить государство без социальной программы. Вот это во многом сделал Рузвельт. Но дальше никто не знал, что грядут новые испытания. Фашизм укрепляется в Европе. Явно дело идет к войне. Рузвельт управляет страной, в которой очень сильные представления о том, что вмешиваться в европейские дела не надо. Америка уже вступила в Первую мировую войну и вызвало большое разочарование это в стране, я уж не говорю о жертвах. Президент Вильсон придумал идею Лиги наций, международного объединения ради мира и координации. И Конгресс после Первой мировой войны не позволил ему сделать так, чтобы Америка вступила в Лигу наций, потому что европейские дела нас не касаются. Рузвельт внимательно следит за усилением фашизма в Европе. Ясно, где находятся его симпатии. Он хочет поддержать Англию, он хочет поддержать Францию. Конгресс не хочет вмешиваться. В середине, во второй половине 30-х годов было принято несколько законов в Конгрессе, которые обеспечивали нейтралитет Соединенных Штатов. В частности, никакого вмешательства, не просто там военного, но было решено, что в случае военных конфликтов Соединенные Штаты не могут даже продавать оружие одной из сражающихся сторон, потому что это будет нарушением нейтралитета. Рузвельт пытается уже в конце 30-х годов, когда видно, как сгущаются тучи, он пытается убедить страну, он пытается убедить Конгресс, он пытается убедить избирателей в том, что усиление и распространение фашизма – это не европейская проблема, что, получив власть в Европе, Гитлер будет жаждать власти над всем миром. У него есть союзники в Азии, Япония, и это тоже будет касаться Америки. И надо что-то делать. Но ему никак не удается переломить это. В Конгрессе и вообще в общественной жизни Америки, с одной стороны, есть просто те, которые говорят, нам это не нужно, мы просто не будем воевать. Это звучит очень привлекательно, это звучит очень убедительно. Желание Франклина Рузвельта поддерживать тех, кто будет сражаться против фашизма, мне представляется как-то более симпатичным, чем воинственность Теодора Рузвельта, который, значит, любой ценой хотел воевать. Но помимо тех, кто просто говорит, мы хотим мира, есть те, кому нравится, если не Гитлер, то хотя бы Муссолини. Тот же самый Джозеф Кеннеди, который к этому моменту уже посол в Великобритании, когда начнется война, в общем, не будет скрывать своих симпатий по отношению к фашистам и говорить о том, что Англия – это вообще проигравшая страна, нечего ее поддерживать. Рузвельт не может согласиться с этим. Но Конгресс его связывает по рукам и ногам. И дальше он в 1939-1940 годах постепенно, шаг за шагом, делает очень много для того, чтобы поддерживать врагов фашизма. И значение поддержки Рузвельта для победы над фашизмом огромно. Как и вообще значение Америки. Он начинает с чисто демонстративных вещей, принимая английского короля и королеву, выражая им свою поддержку. Он с огромным трудом в 1939 году проводит хотя бы разрешение продавать оружие тем, против кого будет выступать Гитлер. Он назначает военным и морскими министрами
республиканцев, что довольно странно для демократического президента, но он знает, что они сторонники борьбы с Гитлером. В 1940 году Англия уже в тяжелейшем положении. Он проводит соглашение, которое называлось «Военные корабли за базы». То есть он все-таки убедил Конгресс, 50 кораблей было продано Великобритании, а за это Великобритания предоставила американцам право создавать военные базы в Карибском море, в своих владениях. Он внимательно следит за тем, что происходит на Дальнем Востоке. А на Дальнем Востоке в течение всех 30-х годов Япония играет мускулами, вторгается уже в Китай, завоевывает разные территории. Рузвельт дает огромный кредит Китаю. Рузвельт всеми силами поддерживает Китай, где тоже не идеальное правительство, но во всяком случае против Японии. И когда Япония уже начинает захватывать и кусок Китая, и в 1940 году Индокитай, то есть земли, принадлежавшие Франции, то Рузвельт вводит эмбарго на продажу нефти Японии, замораживает японские счета в банках. То есть он пытается хотя бы ограничить японское вмешательство. Следующая вещь, конечно, великая, которая будет совершена весной 1941 года. В 1941 году все-таки уже было понятно, какая напряженная обстановка в Европе, и Рузвельт разрабатывает свою великую программу Ленд-Лиза, по которой те страны, чья безопасность была важна для Соединенных Штатов, получали огромные, практически беспроцентные кредиты. И на эти кредиты могли получать военное оборудование, и продовольствие, и транспорт, и много всего другого. И значение Ленд-Лиза в победе над фашизмом, в частности для Советского Союза и для других стран, огромно. Но Америка по-прежнему не в войне, пока, наконец, 7 декабря 1941 года не происходит страшная катастрофа, когда японские бомбардировщики обрушиваются на американскую военно-морскую базу на Перл-Харборе и уничтожают огромное количество американских кораблей, погибает множество людей. К счастью, оказалось, что не весь флот находился здесь на базе. Многие корабли курсировали по океану, поэтому не попали под эту бомбежку. Но удар был нанесен страшный совершенно. Дальше тоже сторонники разных теорий заговора будут говорить, что Рузвельт знал о готовящемся нападении на Перл-Харбор, но специально ничего не делал для того, чтобы вступить в войну. Естественно, никаких доказательств для этих обвинений нет. Но после Перл-Харбора всеми голосами, кроме одного голоса одной женщины-пацифистки, Конгресс принимает решение об объявлении войны Японии, а через несколько дней после этого Германия и Италия уже сами объявляют войну Соединенным Штатам. Так Америка оказалась во Второй мировой войне. Мы сейчас, конечно, не будем подробно говорить обо всей истории американского участия во Второй мировой войне. Думаю, что еще отдельные будут, конечно, лекции про Вторую мировую войну. Но, конечно, лишний раз стоит сказать, что американцы понесли во Второй мировой войне огромные потери, что здесь была тяжелейшая война с Японией в Тихом океане, с невероятным количеством жертв. И это надо помнить. Рузвельт находился в непростом положении. Он, конечно, очень хотел принять максимальное участие в войне с Гитлером в Европе. На этом во многом сыграл Сталин, когда в 1942 году Молотов приехал в Великобританию, затем в США и вел переговоры с союзниками об открытии Второго фронта в Европе. Черчилль очень не хотел открывать Второй фронт в 1942 году. Он прекрасно понимал, что это невозможно. Великобритания настолько была в этот момент завязана в боевых действиях в Африке, что про Европу речи не было. Рузвельт был более уступчивым и готов был на 1942 год, после чего Черчиллю тоже пришлось уступить. Дальше, как мы знаем, Второй фронт в Европе не был открыт в 1942 году, что дало возможность Советскому Союзу все время упрекать союзников в том, что они обманули. Надо понимать, что 1942 год – это не только время тяжелейших сражений на территории СССР, Сталинградской битвы прежде всего, но это и время невероятно тяжелых сражений на севере Африки для Великобритании.
и тяжелейших сражений в Тихом океане для США. И поэтому, конечно, Второй фронт в Европе в 1942 году был абсолютно нереальным вариантом. И этого не произошло. Важнейший момент в истории всей Второй мировой войны и в политической карьере Рузвельта – это Тегеранская конференция. Это встреча Большой Тройки Сталина, Черчилля, Рузвельта в Тегеране в конце ноября 1943 года. Первый раз, когда Сталин и Рузвельт увидели друг друга. Один из важнейших вопросов, который обсуждался на этой конференции, опять же, о Втором фронте в Европе. Мы когда-то уже говорили об этом в моей лекции о Черчилле, но, конечно, невозможно пропустить это и здесь. Это то, что Рузвельт, во многом сыграл на руку Сталину. Черчилль считал, что высадка союзников должна происходить на Балканах. Как он говорил, что Балканы – это мягкое подбрюшье Европы, вот здесь можно ударить фашистов под дых. К тому же к этому моменту уже были американские и английские войска в Италии, проще будет осуществить высадку. Сталин убеждал своих союзников в том, что проще высадиться в Нормандии, то есть из Англии провести высадку в Нормандии через Ла-Манш, потому что оттуда ближе идти до Германии. И, в общем, это было логично. Черчилль утверждал, что это сложнее. И вот дальше Сталин с Черчиллем, невероятно было такое драматическое противостояние в Тегеране, и Сталин, собственно, выиграл, потому что Рузвельт поддержал его версию. И есть воспоминания сына Рузвельта, который был с ним в Тегеране, как отец сказал ему на недоуменный вопрос сына: а почему вот такой происходит спор? Отец сказал ему, речь идет совершенно не о высадке, а о том, кто будет контролировать послевоенную Европу. Это все понимают. Это понимает Черчилль, это понимает дядя Джо, как он называл Сталина за глаза. Это понимаю я. Если будет высадка на Балканах, то таким образом английские и американские войска будут контролировать Центральную Европу. Если будет высадка в Нормандии, Центральная Европа будет под контролем Красной Армии. Как и произойдет в реальности. Но, сказал Черчилль, мои начальники штабов говорят мне, что меньше американских солдат погибнет, если мы будем высаживаться в Нормандии. И высадка произошла в Нормандии в 1944 году, а страны Центральной и Восточной Европы оказались под властью Сталина. Это претензия, которую много кто предъявлял и продолжает предъявлять Рузвельту, что он продал Восточную Европу Сталину. И это, наверное, так. Но, с другой стороны, он поставил на первое место интересы своих сограждан. И что здесь можно сказать? Это, конечно, очень сложный, трагический вопрос. Но Рузвельт разрешил его вот так. В следующий раз Рузвельт будет в Европе уже в 1945 году, во время Ялтинской конференции. Он будет очень усталым, очень больным, ослабленным человеком. При этом Рузвельт будет президентом, который будет избран в 4-й раз. В 1940 году он выставляет свою кандидатуру на 3-й срок. Запрета тогда не существовало. После Рузвельта будет введена поправка, и сегодня президент не может занимать больше 2 сроков. В тот момент поправки не было, но существовала некая традиция, которая возникла еще в XVIII веке, когда Вашингтон отказался баллотироваться в 3-й раз. И как-то по традиции предполагалось, что президентом можно быть только 2 срока. Но Рузвельт сказал, что он готов, и демократы были готовы его выставить, и он опять победил. В 1940 году он получил большинство в 38 штатах, то есть все-таки меньше, чем было на первые 2 срока, но все равно, конечно, очень много. И в 1944 году он побеждает снова. Здесь понятные рассуждения о том, что коней на переправе не меняют, идет война, и 36 штатов приносит ему большинство. Опять все равно это, конечно, очень много. К этому моменту экономическое положение в Америке, в общем, наладилось, благодаря развитию военной промышленности. И американцы побеждают в войне. Но Рузвельт сам уже очень слаб. И тоже есть версия, что во многом Черчиллю пришлось уступить Сталину во время Ялтинской конференции, потому что Рузвельт уже был не в силах по-настоящему его поддерживать. Но вскоре после этого Сталин начинает
обвинять своих союзников в том, что якобы американцы ведут переговоры, собираются заключать сепаратный мир. Немцы были бы не прочь заключить сепаратный мир с американцами. Но американцы, конечно, это и не пошли, и не собирались идти. И все, значит, великие подвиги, которые совершил Штирлиц, чтобы сорвать якобы уже вот-вот прямо готовый сепаратный мир, это все байки, конечно. И на обвинение Сталина, уже слабый, больной, Рузвельт отвечает: «Не могу не отметить, что я испытываю острую обиду по отношению к тем людям, которые ввели вас в заблуждение, описывая мои действия или действия моих доверенных лиц». Для Рузвельта, конечно, ни о каком сепаратном мире с Гитлером речи быть не могло. Но он не дожил до конца войны. 12 апреля 1945 года он был в своем любимом Warm Springs, там, где, как ему казалось, ему немного помогали теплые источники. И он был в очень интересной компании. Там была та самая Люси Мерсер, с которой он в 18 году пообещал жене никогда больше не видеться. И там была художница, которая по просьбе Люси писала портрет Рузвельта. Был теплый солнечный день, Рузвельт занимался бумагами, художница писала его портрет. Неожиданно Рузвельт схватился за голову и закричал, что у него страшно болит голова, и упал без сознания. Больше он уже не пришел в себя. После торжественного прощания с президентом его тело доставили в его загородный дом, который он так любил, и по его просьбе на ночь гроб оставили в библиотеке, чтобы он последний раз остался среди своих любимых книг, прежде чем он будет похоронен. Спасибо всем, благодаря кому мы смогли записать эту лекцию. Спасибо нашим спонсорам на YouTube, спасибо нашим патронам на Патреоне, спасибо тем, кто нас поддерживает на платформе Boosty. Конечно, спасибо тем, кто не забыл поставить лайк, сделать репост, кто не забыл кликнуть колокольчик, чтобы узнавать о наших новых лекциях. Ну и, конечно, интересно, что вы думаете о Рузвельте? Кто он? Полудиктатор или благодетель? Спаситель бедных или губитель свободного развития промышленности? Жду ваших комментариев. Счастливо!